теплое осеннее утро в прибрежном городе Нортвейл произошло событие, к которому один старый лев шел всю свою жизнь. Его звали Амар, ему было почти 30, возраст редкий для хищника. Его грива поблекла, шаг стал медленным, но взгляд все еще хранил внутренний огонь. В тот день из-за небрежности смотрителя дверь вольера осталась приоткрытой. Совсем чуть-чуть, но этого хватило. Амар уловил в воздухе запах, знакомый до боли. Запах прошлого. Запах дома. Он вышел из клетки и направился через территорию заповедника, не реагируя ни на крики, ни на сирены, ни на бегущих людей. Его вела лишь одна мысль — она рядом. У главных ворот стояла пожилая женщина, Марианна Кроуфорд, опираясь на трость. Вокруг царил хаос, но она не двигалась. Она не могла объяснить почему. Просто знала, нужно остаться. Когда охранник крикнул, что на свободе лев по имени Амар, ее сердце дрогнуло. Это имя принадлежало не опасному зверю, а детенышу, которого она выкормила много лет назад. Почти 3 десятилетия назад Марианна спасла маленького львенка, кормила его по часам, держала на руках ночами, пока он не окреп. Потом жизнь развела их, болезни, годы, чувство вины. Она не знала, жив ли он, но никогда не забывала. Амар появился из-за деревьев, медленно и спокойно. Его огромная фигура заставила людей замереть, оружие поднялось, команды посыпались со всех сторон. Но его глаза были мягкими. Он остановился перед ней, словно боялся напугать. «Мой мальчик», — прошептала Марианна. «Ты помнишь меня?» Ответом стал тихий, дрожащий звук, не рев, а почти детский зов. Амар подошел и осторожно прижался головой к ее руке. Она заплакала, погружая пальцы в его гриву. Он терся о нее, поддерживая своим телом, как когда-то она поддерживала его. Сотрудники заповедника поняли, это не опасность. Это встреча. Им позволили быть вместе. В тихой комнате ветеринарного центра они часами сидели рядом. Амар клал голову ей на колени. Она говорила с ним. Он слушал. Старые раны заживали. Состояние Марианны ухудшалось. Когда стало ясно, что времени осталось мало, ее кровать поставили так, чтобы она могла видеть льва. Он лежал у стекла сутками, почти не двигаясь. В последний день она попросила привести его к себе. Амар лег рядом, обвив ее своим телом, согревая. Она прошептала слова благодарности и ушла. Лев издал протяжный звук, от которого у всех жалось сердце. Он не отходил от нее несколько часов. А спустя несколько недель Амар тихо умер во сне. В заповеднике установили памятную табличку с 2 именами и 1 строкой. Связанные любовью, разделенные временем, воссоединившиеся судьбой. Эта история напомнила людям простую истину. Настоящая привязанность не исчезает. Она ждет и помнит.